Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим про корнер-компоненты и различные якоря, которые нужны для того, чтобы использовать скин-фильтр. Итак, давайте создадим корнер-компонент. Для того, чтобы создать его, нужно зайти в меню «Фонд» и здесь выбрать New Glyph. Но сейчас мы его не видим, потому что, скажем так, они создаются только когда мы выделяем какой-то существующий глиф. Почему так, не знаю. То есть, если я нажму «Фонд», здесь у меня нету возможности создать новый глиф. Точнее, он создает просто новую ячейку. Но если мы выберем какой-нибудь из глифов и выберем фонд, здесь у нас есть уже возможность создать новый глиф. И тогда у нас появится вот такое окно. В первую очередь нам нужно сделать название. Мы с вами рисуем большие пробивные буквы, а значит хвост у нас будет для больших букв. И потом в будущем мы сделаем такой же хвост, но для маленьких. Поэтому, чтобы у нас не было путаницы, где большой, где маленький, я просто делаю так. Я пишу большими буквами название корнер-компонента. В данном случае мы рисуем хвост. Я пишу просто tail. И если я захочу сделать маленький хвост, я напишу то же самое, только маленькими буквами. Это разные символы будут. В общем, я выбираю вот эту кнопку, нажимаю corner, и у меня поменялось здесь название. Теперь я могу его создать, и он добавился мне в конце списка. И к нему у нас сразу применился вот такой чекбокс «Не экспортировать». То есть в финальном шрифте его не будет, потому что когда вы будете экспортировать этот шрифт, он просто разберет все эти фильтры и превратит их в обычный контур. Вот, поэтому все такие корнер-компоненты, они у нас в финальный шрифт не идут. Вот, а теперь что нам нужно сделать? Мы его окрасили в красный цвет, теперь мы его будем редактировать и приклеивать к букве, в данном случае C. Я уже добавил сюда маску, на основании этого мы с вами будем рисовать. На самом деле нам не нужна маска в букве C, потому что мы хоть ее и рисуем сейчас, мы все равно будем использовать другой глиф, поэтому я вернусь обратно, так, вот сюда, и выберу букву H латинскую, можно даже букву P. И вот этот корнер-компонент. Выбираю их с зажатым контролом и открываю маску из буквы C, вырезаю ее, добавляю сюда точку с запятой, чтобы ее раздвинуть. Теперь можно отправить ее в маску. Вот, отлично. Теперь мы видим, что вот у нас исходник, вот буква, которую мы сейчас восстановим. Что нам нужно сделать? Мы выбираем Pen Tool и делаем вот так. Обрисовываем на глаз. Нажимаю Escape. Все, вот так мы нарисовали наш хвост. Что нам теперь нужно сделать? Теперь нам нужно определиться с его размером. Здесь у нас размер 170 вертикали, здесь 160. Хвост мы должны нарисовать таким, чтобы он идеально подходил к этой фигуре. Для этого нам нужно сделать его такого же размера. Поэтому что я делаю? Я просто расширю здесь до 170, но хвост у нас всегда должен чуть-чуть быть меньше, поэтому я сделаю 165. А высота у него должна быть такая же, как у горизонтали, 160. Поэтому я беру 135 и делаю высоту 160. Так, длина его вниз, 140 маловато, я сделаю 170. Меня такой вариант устраивает. Теперь вот этот размер, как далеко он должен у нас отодвигаться. Тут, конечно, все уже на свой вкус делаем, поэтому я сделаю, пускай будет, допустим, пускай будет 100. Почему нет? Вот, отлично. Мы дорисовали такой хвост. 165, высота 160, уходит до 170 у нас. Что теперь мы делаем? Нам нужно повторить эту фигуру на другом слое. Переходим на слой Light, вставляем. Здесь нужно сделать то же самое, точку с запятой, чтобы размер их подвинуть. Так, высота должна быть 68. Высота 68. Отлично. Теперь вот это
сделаем, пускай будет 68, чтобы чуть-чуть отличалось. Ну, вот это, в принципе, можно сдвинуть сюда. Так, и теперь, чтобы нам вот эти полоски не мешали, я здесь поставлю 10. Здесь тоже 10. И вот они у меня скопировались. Теперь они у меня всегда будут привязаны к этому значению. Если тут что-то отодвину, она у меня тоже двинется. Но я оставляю 110. По поводу того, насколько далеко должен вот этот хвост отходить. Я для себя решил, что вот это значение в буквах C, допустим, и всех остальных, во всех начертаниях этой ширины будут шириной в 100 вот таких юнитов. То есть вот это значение в 100 юнитов, оно точно такое же, как и здесь. Возможно, это неправильно, возможно, они должны отличаться, но тут каждый сам выбирает. Меня устраивает такой вариант, чтобы у всех букв оно было одинаковое. Вот это можно немножко сократить, чтобы она не выпирала. И вот это, в принципе, нас устраивает. Теперь нам нужно обратить внимание на направление нашего контура. Если мы посмотрим на этот сегмент, мы увидим, что стрелка у нас идет слева против часовой. И, ну, в общем, вот так. Соответственно, мы можем ее реверснуть, и она будет идти наоборот. Но нам нужно сделать так, чтобы вот эта часть, которую мы будем крепить сюда, была именно начальной. Почему? Потому что если мы посмотрим сюда, мы увидим, что у нас вот эта стрелка, она тоже идет против часовой. И здесь у нас тоже должно быть против часовой. Так как мы приклеиваем этот отрезок к основной букве, нам нужно, чтобы у них направление совпадало. Тогда они склеются как надо. Если они будут не совпадать, у них будет, они будут приклеены неправильно. Это можно исправить потом, но лучше изначально сделать правильно, поэтому всегда делаем начальный в этой части и движется контур против часовой. Единственное, я вот этот размер сейчас сделаю так, чтобы у нас вот эта точка была на каком-то четном значении. Так проще будет ее сделать. Вообще я обычно делаю их размером в 10. А вот здесь я сделаю тоже размером в 10, но относительно вот этой части. То есть мне нужно ее подвинуть так, чтобы здесь у меня было 30. Вот. Теперь у меня здесь 10, здесь 20. Смотрим сюда. Здесь 10, и вот эта часть у нас 20. Почему это мы делаем? Сейчас я вам покажу. В общем, мы сделали. У нас полностью интерполируются эти хвосты. На букву P это у нас никак не влияет. Теперь нам нужно добавить сюда якоря. Чтобы все корректно работало, недостаточно создать вот этот хвост и попытаться его приклеить к другой букве. Нужно дать программе понять, за какие именно моменты, за какие места этого контура он у нас должен прикрепляться к основной букве. Для этого существуют якоря, которые мы с вами сейчас добавим. Всего их нам нужно 3. Это будет первый под названием left, который означает начало движения. Крепим мы его вот сюда, потому что здесь как раз начало вот этого отрезка. Второй это right, который отвечает за конец этого отрезка и приклеивание его к непосредственно основной букве. И origin, который показывает нам, где находится тот узел на основном контуре, который мы должны с вами приклеить. В общем, что нам нужно сделать? Нам нужно выбрать либо из выпадающего меню добавить якоря, либо можем это сделать через меню глиф добавить якорь. Как видите, он у нас добавляется сразу с таким названием origin изначальным, но иногда бывает и название отсутствует. У меня, например, до этого, когда я пробовал, они добавлялись с названием A1, A2 и так далее. Поэтому, если у вас это происходит, то вот как, например, я сейчас сделал, как видите, он у меня добавляет A2. Но если я делаю через глиф, он сразу, во-первых, его ставит с правильным названием, и он еще и ставит на нужное место его, что очень удобно. Поэтому мы делаем еще сюда, он мне ставит right, сразу с правильным названием, все окей. Теперь делаем то же самое. Либо можем повторить это на слое light, либо можем просто открыть панель. Вот здесь якоря и пины. И вот они у нас якоря, я их просто выделяю, копирую. На самом деле нет, я сделаю вот что. Я скопирую только origin, вставлю его и смещу его в то место, где у меня будет крепиться к узлу непосредственно буквы. А вот остальные я добавлю через это меню, чтобы они сразу стали куда нужно. Мне не нужно было их двигать. Хотя я в принципе могу их выделить,
и вот там передвигать. Но зачем это нужно, если он автоматически становится туда, куда надо? В общем, вариативность у нас работает, якорь у нас поставлен на каждой нужной части. Вот, поэтому в целом этот компонент у нас готов к работе. Скин-фильтр можно применить к контуру в виде, например, буквы какой-нибудь в виде вот такого вот отрезка. Можем прикрепить на элемент референс, потому что это по сути точно такой же контур, но не можем его применить, например, на компонент какой-нибудь, вот типа буквы А, Р, Т и так далее. И не можем его применить на SVG картинку, скорее всего, не можем применить его на обычную PNG картинку. То есть как бы для того, чтобы у нас грамотно работал скин-фильтр, нам нужно его применить к просто обычному контуру. При этом, если у этого контура уже есть какие-то элементы в виде группы элементов, или к нему уже применены какие-то дельта-фильтр, какой-нибудь смарт-корнер и так далее, в теории можно попробовать туда прикрепить скин-фильтр, но скорее всего работать это не будет. Во всяком случае, я пробовал различные варианты, экспериментировал, например, с fill-tool, но при пересохранении или там при каких-нибудь паре манипуляций все это слетало и приходилось все заново делать. В общем, в этом нет никакого смысла, поэтому мы с вами договариваемся, что прикреплять его нужно только к обычному контуру, либо к контуру в виде элемент референс, который повторяется в других символах. Вот. Ну а далее мы с вами уже подготовили этот corner элемент, corner компонент, который мы сейчас с вами прикрепим к букве C. Сохраним наш проект, потому что мы давно его не сохраняли. Жму Ctrl-Shift-S и здесь пишу в комментарии skin, чтобы просто я понимал, что я здесь уже что-то сделал, поэтому сохраняю. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.